Ну вот моя первая передачка. Надеюсь, что она последняя. Первая и последняя, потому что я не хочу здесь жить. Хотя, в принципе, мне нравится. Так, что мне здесь? Вот, друзья, самое главное – это работа. Мне надо отправлять заявку. Я-то думал, что я 3-4 дня полежу. И это, ну вот, в общем, каталоги с моей заявочкой. Сейчас распакую и начну формировать заказ. Так, я просил конфеточек, потому что чай люблю, чай пью регулярно, 3-4 раза в день пью, а просто так вот неинтересно. Поэтому вот конфеточки попросил, говорю, ну и печеньки. Вот, буду конфетку ложить на печеньку, знаете, как вкусно. О, боже мой, прям красота. Ну, попросил салфеток. Это просто салфетки бумажные. Ну, это белье. Я же говорю, что я брал с собой белье на 2-3 дня, а задержался уже на 5 дней. Так, ну, ой, мультифрукт. Соку тоже попросил. Еще одна пачка салфеток. Пойдет. Все пригодится. Все в дом, все в дом. Так, чай. У меня здесь есть чай, но он уже заканчивается, друзья. У меня здесь целая прям кухня. Вот у меня есть чай. Мне его покупали, передавали в первый день. Уже заканчивается. Поэтому я попросил еще дополнительно чаю. Друзья, ну живем, уже все хорошо. Вот, ну, как без фруктов? Это фрукты. Хотя, честно сказать, я последнее время фруктам этим не верю. Мне кажется, что они все какие-то искусственные, пластмассовые. Ой, а бананами пахнет. Вкусно. Вкусно. Ну, друзья, ну, как без этого? Без этого никуда. Как я вам говорил, я брал с собой немножко бумаги. Мне думал, хватит. Как раз сегодня закончилась бумага. И подошел новый рулон. Вот, это я попросил у врача, сразу спросил, что в прошлый раз мне выписывали таблетки Сирата. Вот, и я в этот раз спросил, говорю, давайте, говорю, мне эти таблеточки сразу выпишем. Вот, поэтому вот первая партия, мне надо будет их пропить целый месяц, 3 раза в день. Тоже у меня с прошлого года осталось дома. Попросил, говорю, привезите мне мази, потому что вот новая пачка уже улетела. Вот. Ну вот такая распаковочка у меня. Хотел вам показать, как носят обед. И носят в контейнерах. И сегодня хотел снять обзор, показать, в каких контейнерах, как классно придумали. Но сегодня вот таким образом принесли это. Не помню, как называется суп, надо в меню посмотреть. Ну, в принципе, кормят очень даже хорошо. Вот супчик на первое, на второе у нас сегодня дают всегда один кусочек белого, один черного. Ну, в принципе, как пожелаешь. Тушеная картошка с мясом, салат овощной и компот. Вот, кстати, сейчас хочу попробовать компот. Ой, компот сладкий, хороший. Ну что, посмотрим, может быть, завтра принесут в контейнерах и сделаю вам обзор. Всем привет! Сегодня небольшой влог. Расскажу, как у меня дела. Начал это видео я не зря с передачки, друзья. Может, кто-то не смотрел предыдущие мои видео. Когда я ложился в больницу, мне говорили, что я ложусь буквально на 3-4 дня. Сегодня уже 7-й день пребывания в больнице. И сегодня воскресенье, у меня уже появилась нужда, появилась необходимость в некоторых элементарных вещах. Я думаю, что, может быть, понедельник, вторник меня должны уже выписать. Вот, но если не выпишут, то, наверное, уже скоро, наверное, я сюда буду перетаскивать все средства гигиены, которые необходимы. Вот. Еще в начале видео я вам показал мой обед. Это мой был сегодняшний обед. Хочу сказать, что кормят здесь очень вкусно. Мне очень нравится. Такой разнообразной еды я не видел уже очень много лет. Как хорошо. Я чувствую себя такой, знаете,
не на большом, не на большом курорте таком. Ну, комфортно, друзья. Мое пребывание здесь пока комфортно. Теперь по поводу ваших вопросов. Мне писали, задавали, сейчас уже подстерлись. В прошлом видео у меня здесь были какие-то пометки, крестики, черточки. И мне спрашивали, что у меня здесь такое. Это у меня перед операцией хирург делал наметки. Тем, кто не знает, у меня была одна операция сейчас, да, на одной груди мне делали реставрацию, так как в прошлом году накосячили, а во второй груди у меня убирали просто гинекомастию. И чтобы исправить, чтобы они были похожи, чтобы они были одинаковые, хирург нанес какие-то метки. Ну, то есть пластическая операция. Помните, как я вам говорил в прошлом видео, то, что я себе к дню рождения сделал новые титьки. Вот, поэтому вот эти черточки у меня были, это то, что хирург сделал себе какие-то наметочки. Вот, и меня спрашивали, что я лежу в платной палате. Нет, друзья, на самом деле я лежу в абсолютно бесплатной палате. Я говорил, почему. Почему у меня? Ну, во-первых, здесь все такие палаты чистые, аккуратные. Я так понимаю, что этот этаж после ремонта, поэтому здесь, в принципе, все так вот прилично и аккуратно. Вот, а почему у меня отдельная палата? Это не VIP, вот, это просто отдельная палата. Я говорил то, что я лежу в гинекологии, маммологии, и, как правило, здесь больше всего женщин, и поэтому меня же не положат с женщинами. Поэтому я лежу в отдельной палате, что очень сильно радует. Вот, ну и сразу же отвечу на этот следующий вопрос, который тоже поступал. Сколько я отдал за операцию? Друзья, абсолютно 0. За эту операцию я нисколько не отдал, так же, как и в прошлом году. Я уже говорил, я лечусь по страховке ОМС. Ну, то есть, получается, не совсем она бесплатная. Я каждый месяц, как индивидуальный предприниматель, плачу страховку. В этом году эта страховка составляет, по-моему, 4200 тенге ежемесячно я плачу. И вот за счет вот этого фонда мне делают операцию. Но я узнавал в прошлом году в частной клинике, сколько стоит такая операция. И мне сказали, что ну, у нас в городе Усть-Каменогорске такая операция стоит 500 000 тенге. Вот, ну плюс-минус, там еще в зависимости, какой там наркоз я выберу или еще что-либо. Вот, поэтому, друзья, как-то так. Вот, ну, мне она обошлась по государственному страхованию. Дальше, друзья, смотрите, у меня майский каталог на руках. Мне сегодня с передачкой принесли действующий каталог, потому что сегодня вечером я буду отправлять свой первый заказ по апрельскому каталогу. Я попросил, принесите мне каталоги, как я буду жить здесь в больнице. Поэтому я здесь начинаю рекрутинг, собираю заказы у женщин, которые здесь лежат. Шучу, конечно, не хожу, я никого не беспокою. В общем, я полистал новый каталог. Друзья, я еще раз говорю, что здесь мне делать очень неудобно. Физически будет неудобно делать обзор, потому что я говорю полушепотом, сейчас тихий час. Поэтому, ну, дождитесь, кто еще не видел. Я выйду на следующей неделе, в первую очередь я обязательно сделаю обзор нового каталога. Но забегая наперед, хочу сказать, что каталог вкусный, цены классные. То есть ничего космически не подорожало. Давайте просто маленький пример приведу. То есть вот, допустим, у нас линейка IF, она как стоила 5200, но здесь она 5300 тенге. Я считаю, что это не так, как в России. Девчонки говорят, в России подорожало очень сильно. Допустим, вот тушь, да, тушь линейки Color Trend 1200 тенге. То есть абсолютно старые цены. Здесь вот крема Инью тоже, смотрите, 7000 за 2 крема. Ну да, чуть-чуть есть, конечно, разница, но она такая вот, знаете, не катастрофическая. Средства для волос тоже, в принципе, по ценам, ну, не подорожали. Поэтому, друзья,
Как-то так. Ну, что еще? Пока происходят со мной манипуляции, то есть у меня ежедневно обрабатывают груди. Та, которая у меня на реставрации, ее мажут вот такой вот гепариновой мазью. А та, которая у меня, где удалили гинекомастию, там сейчас убрали дренаж. Если помните, у меня в прошлый раз здесь подтекало. Вот, убрали дренаж и теперь шприцом прокалывают шприцом и откачивают лишнюю жидкость. Швы будут снимать, ну вообще по правилам где-то снимают через 10 дней. Ну 7 дней уже, 6 дней прошло. Посмотрим. Ставят мне укол обезболивающий. Я врачу говорю, уберите, пожалуйста, этот укол. Ставят укол в 5-ю точку обезболивающий. После него у меня 5-я точка так болит, так ноет. Но он сказал, говорит, что он не просто обезболивающий укол, он еще как обеззараживающий. Поэтому я смирился, говорю, ставьте что угодно. Только, в общем, только долечите. Вот. Ну что еще? Что еще сказать? Вот, в принципе, все. Пока вот такие новости. Как я уже говорил, что персонал здесь весь относится доброжелательно. Мне очень приятно. Все вежливые, все аккуратно разговаривают. Каждый раза два в день делают уборку. В общем, вы видели, да, по предыдущему видео. Кто не видел, я сейчас еще раз покажу свою палату. В общем, все чистенько, все аккуратненько. Поэтому надеюсь, что завтра, в понедельник, ну хотя бы, может, вторник меня выпишут. На самом деле у меня родственники спрашивают, ты домой собираешься? Я говорю, нет, не хочу. Мне здесь хорошо. А что мне, говорю, здесь кормят. Кормят вкусно. Кормят целый день. Поэтому что не лежать? Прекрасно. Но единственное, что, видите, я что-то подумал, что не буду бриться. Дождусь, когда выпишут, приду домой, спокойно поброюсь. Но вообще я слышал, что здесь где-то есть душевая комната, где можно принять душ, но мне душ принять будет неудобно, потому что у меня и тут швы, вот, и поэтому навряд ли у меня получится это сделать, потому что, ну, в общем, друзья, я думаю, что это не критично. Дождусь, когда выпишут, и нормально дома все приведу себя в порядок. В общем, вот такая вот у меня комната. Давайте покажу. Это у меня вот окно. На улице у нас сегодня так тепло, но бывает поддувает ветер. В принципе, уже так подсыхает все. Я пропустил в этом году весну. Ну вот у меня кровать, вот такая тумбочка, и вот такой стул. И здесь у меня все мои принадлежности, друзья. Это вот у меня подставка под сотовый телефон, чтобы делать обзор. Так что, дорогие мои, еще раз вам спасибо большое за вашу поддержку, которую я от вас получаю. И еще раз хочу вас поблагодарить за то, что пишете комментарии. Очень приятно. В общем, давайте наберемся терпения, дождемся, когда я выйду из больницы. Еще раз говорю, что я надеюсь, это будет завтра, ну, может быть, вторник. Но так как врач сказал, это где-то до четверга, может быть. В общем, каталог у меня на руках. Ждите скоро новый обзор. Ну, а если будут еще какие-то интересные новости, я обязательно появлюсь и выйду с небольшим для вас влогом. На это у меня все. Всем пока-пока. Если будут вопросы, пишите. Пока.